Что если бы летом 1941 года Гитлер решил не нападать на Советский Союз, а вторгнуться в Сирию и Ливан через Восточное Средиземноморье? Мог ли он таким образом избежать поражения, которое потерпел той же зимой? Мог ли он получить стратегическое преимущество, способное со временем обеспечить ему полную победу? После покорения Греции ему оставалось лишь протянуть руку за нефтью. Иран, Ирак и Саудовская Аравия являлись крупнейшими поставщиками нефти на мировой рынок, а путь к их скважинам и нефтеперерабатывающим заводам пролегали через Восточное Средиземноморье и Сирию. Решение не считаться с нейтралитетом Турции могло открыть и другой путь прямо по суше. Левант был защищен очень слабо. Армия в Сирии насчитывала около 38 тысяч человек, без современного снаряжения и авиационного прикрытия. Британия имела в Египте, Палестине и Ливии только 7 дивизий, да и те были скованы африканским корпусом Роммеля. Усиление германо-итальянской группировки открывало также возможность установления контроля над регионом. Не стоило сбрасывать со счетов и возможность прихода к власти в странах региона прогерманско настроенных режимов. Предполагалось, что этот план будет приведен в действие уже после начала выполнения плана Барбаросса. Но что если бы Гитлер передумал и избрал в качестве главной стратегической операции в 1941 году не нападение на Советский Союз, а вторжение на Ближний Восток из Болгарии и Греции? Тут возможны два варианта. Первый позволял не нарушать нейтралитет Турции и ограничиться в качестве перевалочных пунктов на пути к французской Сирии территориями, уже контролировавшимися державами оси. После высадки десанта на Кипре и установления постоянного морского сообщения с островом под прикрытием германской авиации здесь можно было сформировать ударные силы, достаточные для высадки в Сирии и Ливане. Получив надежный опорный пункт на французском Ливанте, мобильные колонны могли бы начать наступление через пустыню в Северный Ирак, а оттуда, получив подкрепление, начать завоевание Южного Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. Захваченные нефтяные богатства позволили бы Гитлеру решить все проблемы, связанные с содержанием его военной машины. И к концу 1941 года, использовав всего 20 дивизий, он мог бы выйти к южным границам Советского Союза. Германские войска получали возможность создать прямую угрозу для нефтедобывающих центров Сталина на Каспийском море. А осуществление плана Барбаросса можно было начать и в 1942 году, в гораздо более благоприятной военной ситуации. Успех этого сценария зависел лишь от того, удастся ли собрать в Восточном Средиземноморье необходимое для перевозки достаточного воинского контингента количество судов. В действительности почти все наличные мореходные транспорты находились в руках англичан, что вынудило немцев во время нападения на Крит перевозить сухопутные войска на совершенно непригодных для этого судах. Потому существует вероятность того, что такая бы операция могла провалиться. Куда более перспективной представляется стратегия, основанная на нарушении турецкого нейтралитета. В ходе Второй мировой войны Турция строго придерживалась объявленного нейтралитета, хотя Германия, Британия и Советский Союз оказывали на нее серьезное давление, но она не пошла на уступки. При всем этом Турция не располагала каким-либо современным вооружением и военной техникой. И если бы Гитлер после завоевания Балкан решил отложить введение в действие план Барбаросса, мог бы спокойно вторгнуться в европейскую часть Турции и завоевать Стамбул, переправиться через Босфор и овладеть сердцем Турции, Анатолией, не встретив особого сопротивления. Сталинские войска на новой советской западной границе занимали позиции, не позволявшие воспрепятствовать подобной инициативе. Быстрое продвижение к Кавказскому хребту, по которому проходила граница Советского Союза и Турции, обезопасило бы фланг вермахта со стороны Советского Союза. Из Анатолии немецкие войска могли легко вторгнуться в Иран или Ирак и запустить щупальца далеко на юг, разместить передовые отряды вокруг Каспия и создать угрозу Советской Средней Азии. Если бы Гитлер дополнил свои победы на Балканах весной 1941 года победами в Анатолии и Леванте, то немецкие войска могли бы выйти на Аравийский полуостров и занять господствующие позиции на южном фланге Советского Союза. Трудно представить себе, как вариант плана Барбаросса, предусматривающий вместо лобового удара взятие СССР в клещи, мог бы не увенчаться успехом.
успехом. Одновременно это поставило бы под удар опорные пункты Британии на Ближнем Востоке и создало страшную угрозу ее господству в Индии. К счастью, Гитлер разрабатывал свои стратегические планы с учетом идеологических факторов. В идеологическом аспекте страх и ненависть по отношению к большевизму ослепляли его, не позволяя увидеть другую возможность сокрушить Советский Союз, кроме прямого лобового удара. И на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях, пока!